Друзья, я приветствую вас на канале Hobbit Wargamer, с вами Хоббит, и в этом ролике я шаг за шагом буду показывать вам, как я красил самолет Валькирию из настольной игры Aeronautica Imperialis Skies of Fire. Не знаю, как для вас, но лично для меня это долгожданный ролик, и я безумно рад, что он наконец-то вышел. Я давно вынашивал планы по созданию роликов подобного формата, однако уделял больше внимания видео более простых форматов, такие, например, как распаковки. Хотя изначально канал не планировался как канал с распаковками, анбоксингами, а планировался как канал о хобби, и не в около хоббийном смысле, а в самом что ни на есть прикладном. И именно ролики такого формата дают возможность зрителю заглянуть непосредственно в сам процесс работы над покрасом миниатюры и приобщиться к этому замечательному хобби. В общем, не хочу ходить долго вокруг да около, давайте уже наконец приступим к покрасу. Что ж, начнем со сборки. Это мое первое знакомство с моделями из Aeronautica Imperialis, но далеко не первые модели в жизни, поэтому сборка не стала для меня каким-то челленджем. Стандартный процесс. Отделяем детали от литника, зачищаем модельным ножом и надфилями. Склеиваем модельным клеем. Лично я использую клей производства Revell. В процессе я также часто пользуюсь жесткой кистью, чтобы смахивать с деталей пластиковую стружку, которая любит прилипать ко всем объектам вокруг, чем нереально бесит. После завершения сборки я мою модель с хозяйственным мылом, используя старую зубную щетку. Это необходимый шаг, чтобы отмыть модель от продуктов секреции, которые попадают на пластик с наших рук при сборке. После мытья модели можно дать высохнуть на воздухе или использовать, например, самый обычный фен. Немного усилий, и вот у нас уже есть отмытая чистенькая модель, готовая к нанесению грунта. Красить модель я буду держать за идущую в комплекте прозрачную ножку. Чтобы ее не запачкать в процессе, я заматываю ее малярной лентой. Я буду использовать грунт Vallejo Surface Primer белый и разбавитель Vallejo Airbrush Thinner. Альтернативно можно было бы использовать любой хороший белый грунт в баллоне, например, Corax White от Citadel. Для нанесения грунта я воспользуюсь аэрографом. Мой инструмент — аэрограф двойного действия Harder & Steenbeck Ultra с соплом 0,4 мм и расширенным бачком 5 мл. Если у вас нет аэрографа, не торопитесь выключать это видео. Большую часть ролика я буду работать кистью, а аэрографом лишь на начальных шагах для ускорения процесса и из-за отсутствия у меня места для работы с баллонами. Я разбавляю грунт в соотношении 1 к 1 с разбавителем. Мне нравится работать именно такой консистенцией, хотя данный грунт можно использовать прямо из бутылки, не разбавляя, и в принципе даже наносить кистью. Далее я равномерно наношу грунт в 2 тонких слоя. Загрунтованная модель выглядит вот так. Для базового слоя я выбрал краску Citadel Layer Tolerant Sand. Базовый цвет я могу нанести кистью, но если есть аэрограф, то почему бы не сделать это в разы быстрее? Развожу краску все тем же разбавителем Vallejo. Это последний шаг, которым я использую аэрограф. Равномерно, тонким слоем я наношу краску. Миниатюра с нанесенным базовым слоем краски выглядит так. В следующем шаге я буду использовать проливку, также известную как Shade, Citadel Agrax Earth Shade, а также разбавитель Citadel Lamian Medium. Проливку я разбавляю медиумом примерно 1 к 1. Наношу разбавленную проливку на базовый слой краски. В процессе нанесения я стараюсь как можно более равномерно распределять проливку по поверхности, чтобы избежать лужиц, которые после высыхания обязательно оставят некрасивые круги. Так выглядит модель после нанесения проливки. Параллельно с Валькириями я красил также и остальные самолеты из набора Skies of Fire. На истребителях Lightning вместо проливки я использовал краску Citadel Contrast Agaras Dunes, разбавленную Citadel Contrast Medium. Вместо последнего можно использовать также и Lamian Medium. В следующем этапе покраски Валькирии я возвращаюсь к краске Tolerant Sand. Наношу краску на подходящую кисть. Обычно это плоская кисть средней жесткости. И вытираю кисть о лист бумаги или салфетку до тех пор, пока она не станет оставлять едва заметный след краски. Кисть можно вытирать также о ткань или другую шероховатую поверхность, которую не жалко. При помощи техники Dry Brush я наношу краску в основном круговыми движениями, чтобы выделить грани. Теперь я беру краску Vallejo Game Color Bone White, аналог от Citadel Wraithbone. Повторяю шаг с Dry Brush, но уже менее интенсивно, чтобы не перекрыть полностью результат предыдущего шага.
В результате у меня получились одновременно и высветление, и задел для везеринга. Группы техник для создания имитации эффектов воздействия на поверхности, погодных, боевых и других условий. Приступаю к покраске камуфляжа и для начала беру краску Citadel Layer Elysian Green. Дальше я делаю что-то среднее между драйбрашем и стиплингом, грубо говоря, натыкиванием краски. Для этого я использую плоскую кисть меньшего размера. Краску наношу так, чтобы она не забивалась в щели на корпусе самолета. В результате у меня получилась следующая картина. Далее я беру краску Citadel Base Castellan Green, хорошо знакомую игрокам за Astra Militarum, и повторяю предыдущий шаг. С тем отличием, что Castellan Green я наношу в центр пятен Elysian Green, оставляя более светлый тон по краям. Вот и все, камуфляж готов. Приступаю к нанесению металликов. Краска Vallejo Model Air Gun Grey обладает отличной консистенцией для нанесения прямо из пузырька, но я все равно предпочитаю добавить каплю воды. С такой консистенцией краски мне работать удобнее. Наношу краску в один слой кистью на очевидно металлические части модели, а также те, что мне показались металлическими. Как можно видеть, краска обладает отличной укрывистостью, легла ровно и в один слой. Дальше для создания теней я беру Citadel Null Oil, который я развожу с Lamian Medium 1 к 1, иначе эффект от проливки будет интенсивнее, чем мне нужно. Наношу Null Oil на все детали, покрытые ранее краской металликом. После высыхания проливки металлические части начинают выглядеть вот так. Далее я буду использовать очень классный металлик Vallejo Game Air Silver. Также добавляю в него каплю воды для более удобной мне консистенции. Осветляю металлические детали, нанося краску Silver на выступающие части и их края, стараясь сымитировать возможные блики света. Хотя по большей части с реальными бликами это имеет мало общего. В данном случае это просто художественный прием. Как видите, это неплохо работает. Краски, которые будем использовать дальше. Citadel Base Averland Sunset, Citadel Base Mephiston Red, Citadel Base Calidor Sky, а также белую краску от любого производителя. Я использую Vallejo. Наношу цвет Calidor Sky на стекла кабины, а также линзу. На навигационные огни я наношу цвет Averland Sunset, а Mephiston Red я наношу на ракеты, кнопки на бортах и линзы приборов. Упс, кое-что забыл. Возвращаюсь к краске Castellan Green, чтобы покрасить дуло лазерной пушки. Снова беру Null Oil и наношу прямо из банки на стекла кабины. Белым цветом закрашиваю области на корпусе Валькирии. Далее разбавляю Null Oil 3 к 1 Lamian Medium и наношу на покрашенные в прошлом шаге области. Добавляю немного воды, так как краска на палитре успела подсохнуть, а также немного белого цвета в краске Calidor Sky, Averland Sunset и Mephiston Red. Размешиваю краски, получаются более светлые пастельные оттенки, отлично подходящие для высветлений. Высветляю получившимися оттенками все детали, покрашенные ранее, нанося краску в небольших количествах по краям. Возвращаюсь к белой краске и наношу ей блики на линзах, кнопках, огнях. Просто маленькие аккуратные белые точки, проставленные по центру краев осветлений. Возвращаюсь к краске Calidor Sky и рисую линии по краям стекол. Важный момент, линии я не замыкаю. Добавляю немного белого в Calidor Sky и хорошо перемешиваю. Получившийся оттенок наношу поверх уже нарисованных ранее линий, но стараюсь держаться ближе к углам стекол. Добавляю еще немного белого в Calidor Sky. Продолжаю высветление, еще более сужая область нанесения краски. И еще немного белого в Calidor Sky. Краску наношу поверх уже нарисованных линий в совсем небольших количествах. Теперь беру чистый белый цвет и ставлю по точке в углу каждого стекла. Прерываюсь, чтобы оценить проделанную работу. Забыв высветлить дуло лаз-пушки, возвращаюсь к краске Elysian Green и делаю это. Еще раз полюбуюсь на модель, так как львиная доля работы уже проделана. В принципе, можно остановиться уже на этом шаге.
но я решаю идти дальше. Перехожу к нанесению декалей. Я буду использовать декали от наборов Aeronautica Imperialis Skies of Fire, а также различных наборов Astra Militarum и Adeptus Mechanicus. Для вырезания декалей я использую свой верный модельный нож. Итак, у меня есть кучка подготовленных декалей, небольшая емкость с водой из-под крана, салфетка, тонкий пинцет и кисть. Беру декаль пинцетом и опускаю на дно емкости с водой. Уже через 5 секунд я снимаю декаль с листа и переношу на модель, разглаживая тем же самым пинцетом. Пока декаль увлажнена, с ней можно возиться продолжительное время. Выбрав нужное положение, я фиксирую его, убирая кистью воду с декали. Давайте посмотрим на получившийся результат. Можно увидеть, что декали достаточно сильно блестят, и это сразу бросается в глаза. Поэтому в следующем шаге я буду делать их матовыми. Беру ламиан медиум, добавляю пару капель воды и наношу на все декали тонким слоем. Что ж, невооруженным взглядом видно, что декали почти утратили былой блеск, и это как раз то, чего я добивался. В некоторых местах декали перекрыли линии между панелями обшивки самолета, поэтому я беру краску Citadel Base Rhinox Hide и восстанавливаю эти самые линии. Для следующего шага мне потребуются краски Citadel Layer Tolerant Sand и Citadel Base Morphang Brown. Я смешиваю их в соотношении примерно 4 к 1, и это нужно для того, чтобы попытаться сымитировать цвет Tolerant Sand с нанесением поверх Agrat's Earthshade. Используя полученный микс, я проставляю небольшие точки, чтобы придать декалям поврежденный вид. А для декалей, размещенных на камуфляже, я беру краску Castellan Green и повторяю шаг с проставлением точек. Посмотрим, как в итоге стали выглядеть наши декали. Вроде неплохо. Далее я снова беру краску Rhinox Hide. Уж очень она мне нравится. И рисую небольшие линии и точки на гранях и клепках корпуса модели. При помощи этого я хочу попытаться сымитировать повреждения от попадания обломков и император знает чего еще. Важно отметить, что я уделяю внимание только тем граням, на которые мог бы воздействовать гипотетический воздушный поток спереди машины. Я не специалист в области атмосферных повреждений самолетов и вообще аэродинамики, но в результате модель стала выглядеть гораздо интересней. Снова беру Rhinox Hide. Развожу водой краску до консистенции чернил. Теперь я начинаю делать потеки, которые берут начало в различных точках на корпусе и имеют направление от головы к хвосту самолета. В результате получились такие вот потеки. Далее я буду использовать краску Citadel Base безрукий Abaddon Black. Или просто Abaddon Black. Беру малую кисть для драйбраша. Или просто кисть достаточно жесткую с наименьшей лохматостью. И беру ей немного краски прямо из банки. Краску я вытираю о листок бумаги до тех пор, пока она не начнет оставлять едва видимый след. Теперь я драйбрашу сопла двигателей и области под ними, и за ними, отображая копоть. В результате драйбраша на миниатюру пылью может лечь пигмент краски, поэтому я подметаю его большой кистью. Что ж, остался последний шаг. Я беру свое секретное оружие The Army Painter Anti-Shine Matte Varnish, а также Vallejo Airbrush Thinner. Смешиваю их примерно 1 к 1. Полученную смесь наношу из аэрографа в 2 слоя. Кстати, у The Army Painter продается такой баллон, если что. Что ж, работа завершена. В результате получилась вот такая вот Валькирия. Ну вот и все на сегодня, друзья. Не думаю, что есть смысл выпускать на канале другие гайды по покраске Aeronautica Imperialis. Лично я для себя определился с схемой, методом покраса, и я могу красить ей другую имперскую технику, лишь заменяя основные цвета. Есть у меня пара коробочек, которые я урвал на распродаже. Pile of shame. Я очень надеюсь, что как минимум это видео было интересно посмотреть. Еще лучше, если оно в ком-то разожгло искру, взять в руки миньку и испачкать ее краской. Император свидетель, самому приходится себя часто заставлять красить из-под палки, так как жизнь коротка, а столько миник нужно еще покрасить, пока не изобрели многоцветные 3D принтеры. Ну а пока, с вами был Hobbit Wargamer. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, включайте все уведомления. До встречи в новых роликах, удачи!